Всем привет, дорогие друзья, с вами Евгений Чаевай Чайка, и сегодня я сделаю подробный разбор нескольких ключевых раундов от Натус Винцера с последних матчей в рамках 5-го сезона ESL Pro Лиги. Для начала мы рассмотрим раунд с первого матча Нави на новом Инферно. Рожденные побеждать показали отличную сторону защиты, забрав 10 раундов в свою копилку. Проиграв пистолетные, они выиграли форс-бай, и именно первый оружейный решал, смогут ли желто-черные быстро закончить эту карту. Так что давайте рассмотрим его поподробнее. Изменение банана повлекло за собой новую тенденцию игры за защиту. Все чаще мы можем увидеть, когда в начале раунда дается дым на старт и 3 КТ полностью зачищают зону банана. Далее на Б остается один игрок, а 2 стягиваются на А. Если бы в момент зонинга банана Плент находился на втором миде, то мы могли бы наблюдать быстрый выход на А. Но бомба лежала под ямой, и Нави решили реализовать одну из своих старых заготовок. Гардиан отвлекает внимание защиты на А-пленте, в то время как команда готовится к выходу на Б. В начальной задумке на шарте должно быть 2 игрока, но быстрый опенкилл от французов мешает полноценно реализовать тактику. Имея ближний спаун, Эдвард взял вектор на банан. Сперва он откинул флеш в мид, чтобы КТ не смогли выцепить выходящих со второго мида. Потом дал молотов на машину. В идеале он бы мог разгореться на проход, и французы, отвлекшись на Эдварда, получили бы кучу урона. Но получилось так, что Сиксер хоть и не ожидал террориста в упоре, быстро среагировал на его стрельбу. Флейми должен был прикрывать рисковую позицию Эдварда, но поскольку его отрезали смоком, все, что он мог сделать, это по инфе откинуть Хае. При заходе на плент Флейми дает молотов, который покрывает третий и изолирует второй. Он обновляет дым на зелень и, медленно продвигаясь в плент, получает от игрока с катушек. Simple входит в трио стартующих со второго мида. Он откидывает флеш, чтобы КТ не запушил окно. После того, как Simple проверил наличие игроков защиты в бойлере и коврах, он обновляет дым на длину и двигает на банан, где дает подобранный дым на зелень, флеш в плент и огонь за катушки. Simple с кафеля снимает одного под темным, ставит бомбу и занимает церковь. Примечательно, что он не гонится за последним живым и до последнего охраняет бомбу. Сист сперва был игроком размена, который страховал Гвардиана, когда тот откидывал гранаты, потом в дуэте открылся в коврах, после чего он, прикрывая Словака, отходит на банан. Сист дает дым на катушке и под моменталку просачивается в зелень, где снимает такого же авантюриста, который хотел ворваться на кафель. Далее он параллельно с тиммейтами зажимает катушки с церкви. Все гранаты Гардиана были использованы в целях получения контроля. Первая флешка полетела для того, чтобы сейвово выйти в мид. Для изоляции длины был дан дым. Вторая флешка для безопасного пика. И граната в шорт для того, чтобы отогнать игрока защиты в плент, если тот занял в упоре. Имея информацию о пустых коврах, Гардиан пытается выцепить кого-то на А. Но, наделав шуму, он быстро ретируется к своим тиммейтам на банан. Словак медленно проходит в плент и после фаззума по игроку на катушках занимает дефолтную для снайпера при защите от ретейка позицию за тройкой. И Нави, и Fnatic имеют отличный винрейт на карте Death Train, поэтому данная встреча оказалась богатой на интересные раунды. Одним из самых запоминающихся был 8-й. Несмотря на табло, рожденные побеждать понимали, что Fnatic это команда очень высокого уровня, и она в любой момент может перевернуть ход игры в свою сторону, поэтому каждый раунд нужно было отыгрывать крайне осторожно. В начале Нави сделали упор на длине. После стадии контроля ранней агрессии они заняли бойлеры и раскидали Б. При этом 2 игрока стянулось в дроп и заставили защиту думать, что это сплит А, когда Плент все это время находился на девятке. Эдвард откидывает молотов, чтобы тиммейты могли комфортно занять бойлеры, и дает дым на зелень. После чего под свою же флешку врывается в дроп и открывает раунд. Оставшись с красными хп, он аккуратно проверяет позиции на А и в итоге находит последнего игрока дефенса. Сист вначале отвечает за контроль зелени. После раскида Б он дает дым в зиг, флеш под выход Эдварда и молотов на буфер.
нельзя не отметить отличную реакцию Сизда, потому что если бы он не убил игрока в упоре, то ситуация была бы не 4-2, а 3-3. Ведь слепой Эдвард с малым количеством хп пал бы следом, а Словак уже поднялся на Б. Гардиан сразу занимает дроп, и по истечению 2 смоков он поднимается для раскида Б. Далее дает дым на нижний, флэш в плент и возвращается под дроп. После моменталки он врывается вслед за Эдвардом и снимает игрока за плентом. Стягиваясь на Б, он ловит люркера очередным фирменным фаст-зумом. Simple в начале раунда контролит 9. Далее туда же дает молотов, чтобы его не поймали вне позиции. В раскиде кладет смок на верхний и флэш в плент. Ждет, пока тиммейты фейкуют А, потом проверяет позиции на пленте, и только после второго минуса от Гардиана он спускается ставить бомбу. Флейми сначала контролит пуш с нижнего, дает дым между плентом и Б4, флэш по той же траектории и молотов на нижний. Далее он выцеливает возможные позиции в пленте, понимая, что вся тима противника не могла стянуться на А. После смерти люркера Флейми прикрывает установку с верхнего парапета. На недавнем турнире в Катовице FaZe заняли 2-е место, и недооценивать их силы в регулярных матчах Лиги ESL было бы как минимум глупо. Поэтому НАТО Свинцеры подошли к этому матчу со всей ответственностью. Показав прекрасную защиту, они забрали и пистолетку за Т. Первый оружейный нужно было обязательно выигрывать, потому что на Мираже мы все чаще наблюдаем зеркальные половины. При этом абсолютно не важно, с каким счетом до этого вели команды. Все знают, что Нави придерживаются медленного стиля, с постепенным заниманием контрольных точек, и на плент выходят только тщательно проанализировав собранную инфу. Но иногда быстрые раунды работают ничуть не хуже, особенно когда противник не ожидает от тебя подобного. Давайте рассмотрим, как рожденные побеждать отыгрывают классический раш Б. Сизд имитирует занятие мида, которое Нави практикует крайне часто. Для этого он дает молотов в коннектор, хае в балкон, смок и флэш в зиг, после чего быстро ретируется в апартаменты, где до конца раунда контролит стяжку игроков защиты. Флейми решает не менять UMP, тем самым выбрав для себя на этот раунд не самый свойственный и агрессивный стиль игры. Он дает молотов на машину, отогнав игрока на пропрыге, и понимая, куда сместится Керриган, выпрыгивает с апов, но Флейми не справляется с координацией и не доводит прицел до противника. Эдвард разменивает Флейми, но сразу же получает свинца от игрока в зиге. Гардиан в начале раунда контролит Андер, потом дает 2 флешки на Б и прикрывает выходящих с апартаментов. Получив инфу, он молотовым выкуривает игрока за плентом. Во время установки Гардиан дает дым на окно, после чего и минусует выходящего из него игрока защиты. Simple сначала дает дым на старт, чтобы Сизд мог спокойно раскидаться в миду. Далее дает флэш под выход и разменивает Эдварда. Уже на точке он слышит выходящего из кухни и в синергии с Гардианом принимает игрока за плентом. Simple откидывает огонь в окно и флэш в кухню для того, чтобы комфортно установить бомбу, после чего занимает Форест и контролит Зигу, где и делает заключительный минус. На примере этих раундов мы увидели, что команда стала более вариативной. Меняя стиль, к которому все привыкли, Нави включает в свой спектр тактик как всеми забытые заготовки, так и раунды, основанные на расшатывании защиты по всем фронтам, когда даже зритель не может понять, на какой из векторов атаки сделан основной упор. Видно положительное влияние нового тренера, а ведь это только первые матчи. А на этом у меня все. Спасибо за ваше внимание и увидимся через какое-то там количество времени.